Швейцарские прогулки. Выпуск 7. Подоходный налог физических лиц. Кантон Швиц. Привет, друзья! Сегодня мы отправимся с вами в кантон Швиц и поговорим там на важную для всех проживающих в Швейцарии и планирующих сюда переехать тему – налог на доходы физических лиц. Разберемся, кто должен платить этот вид налога и в каких регионах Швейцарии ставка подоходного налога высока, а в каких нет. И как можно сэкономить на оплате налога, применив некоторые знания на эту тему. Приятного вам просмотра! Ну вот, мы и добрались с вами до города Швиц. Но побываем сегодня не только здесь, а также и в других коммунах этого кантона, так как именно здесь подоходный налог самый низкий. В небольшом кантоне Швиц проживают 160 тысяч, а в главном его городе Швиц всего 14 тысяч человек. Кантон известен своей необыкновенно красивой природой, окружен бескрайними зелеными лугами и полями и с гордостью принимает в гости любителей гор, потому что рад представить одни из самых красивейших горных ландшафтов в стране. Будем везде гулять, наблюдать и говорить на налоговую тему. Итак, разберемся, что это за налог на доходы физических лиц и чем он отличается от идентичного налога в других странах. Здесь я еще раз хочу упомянуть, что налогообложение в Швейцарии в целом – это область очень комплексных знаний, и подоходный налог не является исключением из правила. К тому же законодательство в этой области время от времени пересматривается, изменяется и дополняется. В этом видео я передаю вам актуальную информацию на момент выхода этого выпуска. Мои данные распространяются только на стандартное налогообложение. Для тех, с кого налог удерживается ежемесячно автоматически, на немецком языке так называемый Quellensteuer, будет рассмотрен отдельно в одном из следующих выпусков. К тому же буду для вас стараться по возможности использовать лексику полегче, без указания соответствующих ссылок на нормы права и упрощать информацию для более легкого восприятия. Для тех, кто все же желает узнать более точную терминологию, предлагаю к этому ролику включить немецкие субтитры и параллельно получать в письменном виде более передаваемую мной подробную информацию. Итак, подоходный налог взимается на всех трех уровнях: федеральном, при этом он регулируется для всех жителей Швейцарии одинаково, на кантональном и коммунальном уровнях, где его ставки и другие условия налогообложения могут порой сильно отличаться в разных регионах. Налоговую декларацию вы заполняете раз в год, но при этом вы получаете по почте 2 счета на оплату, где отдельно будут насчитаны налоги на федеральном уровне и отдельный налог на кантональном и муниципальном уровнях. Также важно отметить, что подоходный налог супругов считается совместно, а вот заработок несовершеннолетних детей, если такое имеется, все же будет считаться отдельно и не входит в налоговую массу родителей. В Швейцарии ставка подоходного налога не фиксированная, а прогрессивная. Это означает следующее: чем выше доход, тем больше налог в процентном соотношении будет взиматься. Считается, что в среднем подоходный налог по стране составляет 10,7%. И вместе с обязательными социальными страхованиями заработной платы Швейцария занимает первое место среди европейских стран, как страна с самыми низкими обязательными удержаниями с доходов физических лиц. Но этот подоходный налог 10,7% по стране – понятие слишком усредненное. Давайте подробнее разберемся, какие параметры влияют на налоговую ставку. Изначально отметим вообще диапазон налога. В случаях дохода до 14,5 тысяч швейцарских франков в год, а для семейной пары 28 300 швейцарских франков, подоходный налог составляет 0%.
Максимальный же налог по стране может составить более 46%. Ставка налога зависит прежде всего от следующих обстоятельств. Первое. От годового уровня дохода. Как уже говорилось ранее, чем выше налог, тем прогрессивнее ставка. Второе. От состава семьи. Холостые имеют чуть более прогрессивную ставку, чем состоящие в браке. Но при этом расчеты из практики показывают, что если оба супруга имеют полноценный доход, то они подпадают под большую налоговую нагрузку, чем если бы они в браке не состояли и отчитывались бы по налогам отдельно. В связи с этим в Швейцарии даже заключается меньше браков, или супружеские пары через какое-то время расторгают браки, продолжая по-прежнему находиться в отношениях. Такие случаи происходят в целях экономии на своих налогах. Это не призыв, но это первый момент, предоставляющий возможность минимизировать налоги на доходы. Следующий фактор, влияющий на налоговую нагрузку, это место вашего проживания. Как уже говорилось ранее, каждый кантон и муниципалитет устанавливают свои налоговые ставки. Среди недорогих кантонов можно выделить такие, как Цуг, Обвальден, Аппенцель, Ури, Нидвальден и, конечно же, кантон Швиц. Одни из самых низких налогов в Швейцарии на муниципальном уровне в следующих коммунах кантона Швиц: Волерау, Фрайенбах, Волерау-Шинделеги, Фойсесберг-Шинделеги, Фойсесберг и в коммуне Альтендорф. Сегодня мы как раз виртуально гуляем по этим, очень привлекательным в плане налогов местам. Ваше месторасположение настолько влияет на величину вашей налоговой ставки, что может при одном и том же доходе отличаться более чем в 2-3 раза. Поэтому, серьезно подойдя к этому вопросу, вы можете опять же сэкономить на ваших налогах. А ведь привлекательны здесь не только налоги, но и природные данные. Посмотрите, здесь спокойно, как здесь уютно и зелено. Все эти налогово-райские коммуны расположены на побережье Цюрихского озера. И к тому же их месторасположение оптимально позволяет в получасе добраться до города Цюрих. Чем не рай? Возвращаясь к налогам, далее важно добавить, что местные власти также имеют право менять условия расчета налогового бремени. Например, кантон Цуг при заполнении налоговой декларации предлагает семьям очень хорошие вычеты на детей, как дополнительные к тем, которые предусмотрены на федеральном уровне для всех проживающих в Швейцарии. Поэтому семьи с детьми в Цуге платят налог гораздо ниже. И ведь это еще и в дополнение к тому, что в этом кантоне подоходный налог сам по себе невысокий. В итоге получается, очень привлекательная налоговая отчетность. Люблю такие налоговые случаи. Следующий компонент налоговой нагрузки – это ваша религия. Официально верующие люди, то есть крещенные в Римско-католической церкви, обычно платят налог больше, чем верующие в Евангелической и Реформатской церкви. Атеисты и верующие в соответствии с другими религиями швейцарские налогоплательщики от оплаты церковной составляющей налога на доходы физических лиц освобождены. Таким образом, спешу вас порадовать, что если вы были крещены в православной церкви, подоходный налог платить вы будете меньше, так как будете освобождены от религиозной его части. Это были основные составляющие размера подоходного налога для физических лиц в Швейцарской конфедерации. Но на этом этот перечень не исчерпан. Сюда также относятся такие факторы, как факт прохождения военной или альтернативной службы военнообязанными и некоторое другое. Далее обсудим, что же кроме заработной платы облагается подоходным налогом и входит в общую налоговую массу для расчета налоговой ставки.
А сюда входят в целом все виды дохода физических лиц, включая проценты с депозитных счетов, пенсионные выплаты, дивиденды, доход с выигрыша в лотерею, если этот выигрыш составил более 1000 франков, получение алиментов, доход со сдачи имущества в аренду, а также доходом Швейцарии считается даже проживание в вашем жилье, которым вы владеете. Да-да, ваша личная недвижимость будет оценена местными органами и будет входить в налоговую массу как доход, схожий с тем, как будто бы вы эту недвижимость сдавали третьим лицам. Не облагаются подоходным налогом доходы с отчуждения личного имущества. Например, с продажи автомобиля подоходный налог платить не нужно. А также освобождены от подоходного налога выплаты морального вреда и некоторые иные доходы. При заполнении налоговой декларации швейцарское налоговое право разрешает произвести некоторые вычеты. Среди них проезд до рабочего места и обратно домой до 3000 швейцарских франков в год, питание на работе до 3200 швейцарских франков в год, а при предъявлении чеков эта сумма может быть больше. Иные расходы, связанные с работой, до 4000 швейцарских франков в год, а при предъявлении чеков эту сумму также можно увеличить. Далее из налоговой массы можно вычесть проценты по долговым обязательствам в размере доходов с имущества плюс дополнительные 50 тысяч швейцарских франков, уплату алиментов, отчисления на социальные страхования, удержанные с вашей зарплаты, затраты на лечение при определенных условиях, затраты на образование до 12 тысяч швейцарских франков в год, уход за вашими детьми до 10 100 швейцарских франков в год на каждого ребенка до 14 лет и просто социальный вычет в размере 6500 швейцарских франков в год на каждого ребенка и 2600 швейцарских франков на супружескую пару, а также иные, менее важные и требующие специальной ситуации вычеты. Здесь я прошу заметить, что эти размеры налоговых вычетов предусмотрены законодательством на федеральном уровне и распространяются на все население страны. А дополнительно на местном уровне могут быть предусмотрены дополнительные налоговые вычеты, еще более существенно снижающие вашу налоговую массу. Все эти эффективно примененные знания и правильно заполненная налоговая декларация дают возможности очень неплохо оптимизировать и минимизировать ваши налоги. Это были только основы регулирования подоходного налога в Швейцарии. За налоговой консультацией обращайтесь в Help Me in Switzerland. Мы поговорили о стандартном налогообложении. Также Швейцария знаменита своими различными программами по облегченному налогообложению. Определенные кантоны дают возможность для некоторых групп налоговых резидентов или даже по индивидуальной договоренности оплачивать налоги по облегченной ставке или не оплачивать их вообще. Но это тема для нового выпуска, так как информации по ней очень много. Ну вот на сегодня и все. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой YouTube канал. Помните, от вашей инициативы будет зависеть, насколько часто мы здесь будем встречаться и какую тему будем обсуждать. Для индивидуальной консультации и сотрудничества пишите в Директ. Иные контакты, электронную почту, Viber, WhatsApp вы найдете на моем сайте, который указан под этим видео. В следующем выпуске продолжаем рубрику о налогообложении в Швейцарии под названием «Экономим налоги». Теперь поговорим о налоге на прибыль юридических лиц. В чем особенность этого вида налогообложения в Швейцарии?
Наша прогулка будет проведена в жемчужине Швейцарии, в необычайно красивом городе Люцерн. Я очень ждала этого момента, когда смогу вам представить сказочность этого города. К тому же, как всегда, причину выбора места проведения прогулки вы узнаете в ходе проведения беседы.